Например, моя бывшая сказала, что никогда в жизни на это сиденье пассажира не сядет. А какая главная проблема стартапов? Дилеры в России за 2 года продали 4 мопеда. А вот этот красный рычаг предназначен для открытия тормозного парашюта. Как в спортзал сходил. Такого даже в Майбахе нет. А вы знали, что существует скутер, на котором можно ездить без шлема? Причем вполне легально и безопасно. А ведь он существует. С вами Антон Больших, и сегодня я расскажу вам кое-что интересное. Поехали! В 2000 году компания BMW представила инновационную разработку – скутер, который предназначен для езды без шлема. Они рассчитывали привлечь аудиторию, которая ездит на автомобилях в мотомир. Причем скутер позиционировали как абсолютно безопасный. Основой устройства является его рама. Это так называемая несминаемая капсула, которая имеет в передней части элементы, которые сминаются для гашения удара, а также вот такие вот отбойники по бокам. Собственно, это выполняет всю ту же самую функцию. Ты сидишь в несминаемой капсуле, пристегнутый 4-точечным ремнем безопасности. И в случае аварии ты никуда отсюда не денешься. Полагаю, если не сломаешь шею, конечно. Компания BMW очень серьезно заморачивалась и проводила даже краш-тесты. Перед нами своеобразный памятник технологиям, которые обогнали свое время. Но, к сожалению, когда скутер выпустили на рынок, продажи его жестко провалились. В общем-то, по 2 причинам, о которых я вам сейчас и расскажу. Данная модель у BMW продавалась 2 года. Всего было выпущено и продано 12 614 штук. Мопед был доступен по всей Европе и даже у дилеров в России. Дилеры в России за 2 года продали 4 мопеда, один из которых перед вами. Продукт для своего времени оказался совершенно неконкурентоспособен. Это был такой своего рода стартап. А какая главная проблема стартапов? Правильно, они почти все закрываются и не достигают успеха. В 2009 году компания BMW представила концепт электроскутера на базе C1. Но, к сожалению, он никогда не производился серийно, а штука была бы очень интересная. Давайте посмотрим на этот скутер из 2023 года. Тем более, что он у нас здесь представлен в крайне необычном исполнении. Он у нас весь переделан, и на него установлен двигатель от Suzuki Skyway 400 2009 года. И знаете, вся эта конструкция весьма неплохо едет. Данный скутер выглядит довольно своеобразно. У многих окружающих он вызывает ассоциации с доставкой. Особенно, когда сзади установлен большой прямоугольный кофр. Ведь действительно издалека похоже, особенно если не знать, что он из себя представляет. При всей своей своеобразности он имеет кучу плюсов. Ты сидишь в капсуле, пристегнутый, почти не зависишь от погоды. В твоем распоряжении оригинальная BMW-шная передняя подвеска Telelever. Она глотает кочки и помогает скутеру прекрасно управляться. А в данной комплектации у нас представлен даже люк. Его можно открыть, если жарко, и это реально работает. С завода данный скутер оборудован подогревом ручек в базовой комплектации. Здесь мы видим рычаги управления центральной подножкой, а вот этот красный рычаг предназначен для открытия тормозного парашюта. Шутка. На самом деле это просто быстрое отстегивание ремней. В данном скутере с завода установлена музыка. За головой водителя установлено 2 динамика с объемами, а на руле установлен пульт регулировки громкости. К сожалению, до нас, кроме этих компонентов от музыки, ничего не дожило. Но люди, у которых эти мопеды сохранились в оригинале, говорят, что она автоматически увеличивает громкость с набором скорости. А это, как известно, старая фишка BMW. Из доп. Оборудования у нас здесь установлено сиденье пассажира. Это оригинальное сиденье пассажира BMW. Продается кит. Единственное, что здесь не родные подножки. Посадка пассажира на этот скутер – это
крайне спорный момент, который вызывает огромное количество споров в социальных сетях, но тем не менее такую возможность завод предусмотрел. И на мой взгляд, это интересно. Вместо сиденья, которое легко отстегивается, можно установить, соответственно, оригинальный кофр, либо же багажник. Вот это у нас в данной ситуации дополнительная ветрозащита, как мне сказали, хотя у меня есть подозрение, что это какая-то сумка. Давайте посмотрим, что в ней. И здесь мы видим вешалку. Интересно, это оригинал или нет? Также доступно к продаже несколько оригинальных аксессуаров. Один из самых интересных я вживую не раз видел в Европе. Это вот такая вот ветрозащита, которая защищает тебя, по-моему, вообще от всех возможных невзгод, которые могут встретиться тебе на пути. Как я уже сказал, посадка пассажира вызывает очень много противоречий, особенно если посмотреть на эту наклейку. Наклейка показывает, что пассажир должен держаться вот за эту ручку и зачеркивает положение, когда пассажир держится вот так. BMW подразумевает, что это опасно, и в случае ДТП пассажир может повредить руки. А в ситуации, когда держится за ручку, ввиду ее относительной хилости, я, кстати, это сиденье из Германии привез оригинал, новое. То есть оно такое, какое должно быть. Я так думаю, что эта ручка просто оторвется вместе с пассажиром, и он не полетит дальше со всей этой тяжелой конструкцией. Так что же с этим скутером не так, если он весь такой распрекрасный, интересный и замечательный? Ответ один – мощность. BMW, к сожалению, создали скутер массой 185 килограмм, то есть примерно как Skyway 400, с двигателями рабочим объемом 125 и 200, вернее 200 только на шильдике, а в реальности 176 кубических сантиметров. Как вы думаете, как эта конструкция могла ехать? Правильно, никак. Уже к 50-60 тысячам километров, и это максимум, бедный двигатель фирмы Rotax уставал и требовал дорогостоящего ремонта, естественно, который очень часто в принципе не имеет никакого смысла. Именно по этой причине много людей по всему миру занимаются переделками этих скутеров под другие двигатели, потому что сама идея уникальна и интересна, а двигатель откровенно убогий. Я видел такие проекты у итальянцев. Они, кстати, очень любят какой-то хондовский двигатель 150 кубов. И мне даже один раз в Инстаграме, там что-то про запрещено в РФ, писал человек из Панамы, спрашивал советов по установке этого движка на свой C1. Интересно то, что здесь у нас установлено полноценное лобовое стекло, стеклянное и, походу, двухслойное, как на автомобиле. При ударе в краш-тестах можно увидеть, что оно улетает вперед и никаких повреждений водителю не наносит. Также мы здесь имеем полноценный дворник с полноценным омывателем. Здесь имеются 3 форсуночки. А куда же заправляется омывайка? Тут надо открыть капот. Все делается просто. Берем и делаем вот так. Просто снимаем пластик, открываем фару, заглядываем. И здесь у нас заливается антифриз и омывайка. Отдельного внимания в этом скутере заслуживает центральная подножка. Как сказал бы сейчас Джереми Кларксон, такого даже в Майбахе нет. Вы только посмотрите, какие манипуляции нужно произвести, чтобы на нее поставить. Мы берем один рычаг и двигаем его вниз, таким образом поднимая подвеску. Далее на разгруженном мопеде вторым рычагом убираем подножку, и все, можно ехать. После чего опять маленьким рычагом достаем подножку и опускаем подвеску. Такого я не видел больше нигде. Предыдущий владелец этого скутера купил его уже с родным мертвым мотором и начал этот проект. Он установил сюда двигатель от Suzuki Skyway 400 2005 года, поколение 43 кузов, более старое, чем сейчас стоит здесь. Но он настолько криво это сделал, это просто была какая-то жесть. Когда этот скутер попал ко мне в руки, я долго офигевал. Человек убрал родную BMW-шную подвеску, убрал ABS, повырезал кучу оригинальных интересных вещей, взял раму от Skyway, удлинил ее, а потом
поставил одну раму на другую. Причем настолько криво это исполнил, что это стало весить просто нереально много. А подвеска там стояла от Skyway, то есть обычная 41-я вилка с одной траверсой. Естественно, она сказала кря уже в первом повороте, потому что она на Skyway это не справляется со своими задачами откровенно. А тут получился такой своего рода Silver Wing. Ох, чувствую, закидают меня сейчас сильвероводы помидорами, но я действительно считаю этот скутер самым неудачным из всей линейки макси-скутеров, потому что у него масса Skyway 650, а вилка с одной траверсой, которая изгибается в каждом повороте. Про тормоза сейчас не буду. Купил я его в таком состоянии, уже переделанный. Ну а дальше понеслась. Я разобрал этот скутер до основания, убрал весь колхоз, вернул родную BMW-шную подвеску, родную систему ABS, подобрал сюда более современный и надежный двигатель, а более простую и надежную навеску взял от предыдущего поколения. У меня получилось, что более новый мотор работает на более старых мозгах, сделал так называемый гибрид дроссельных заслонок, половинка от одного мопеда, половинка от другого. В общем, получилась довольно интересная конфигурация, которая должна быть оптимальным решением по надежности, стоимости обслуживания и простоте. Но самое главное, я сварил переходные крепления для двигателя из алюминия и таким образом получил максимальную жесткость, максимально хорошую управляемость при минимальном весе. Данный скутер очень хорошо рулится и прекрасно держит дорогу на большой скорости из-за немножко удлиненной базы. Посадка пассажира – это то, что вызывает наибольшее количество противоречий в этом скутере. Например, моя бывшая сказала, что никогда в жизни на это сиденье пассажира не сядет. Но бывшая она не поэтому, вернее, не только лишь поэтому. Так как данный скутер действительно вызывает массу противоречий, чтобы наш обзор не выглядел слишком субъективным, я решил поехать к Даше, опытной мотоциклистке из Тантеру, чтобы она озвучила свое мнение об аппарате, причем как со стороны водителя, так и со стороны пассажира. И вот что из этого получилось. Поехали покатаемся. А что это за аппарат такой? А вот такой вот интересный. Давай расскажу. Я бы хотела сама на нем прокатиться, можно? Можно. Давай. Вау. А, тут два ремня? Да, крылья. А как в космолете. О! Класс! Все, я поехала. Класс! Ой, тормоза очень хорошие. Классно. Вообще, по ощущениям страшно именно поворачивать, потому что такое ощущение, что как будто вот вся эта конструкция такая. Но когда поворачиваешь, понимаешь, что все очень надежно. Круто. Тормоза очень хорошие, как у меня на мотоцикле. И разгоняется довольно бодро. И звук приятный такой от мотора. Ничего не произошло. Да ладно, ты сразу отстегнулся. Прикольно. Вот это круто. BMW делают вещи. Прикольно. Вот поворачивать как будто бы непривычно, потому что крыша вот эта вся вместе с тобой вот так вот наклоняется. Тут такая интересная кнопочка. Это типа свет, да, должен быть? Тут? Да, только он не подключен. Ага. И вот это еще очень интересно. Тут да, это родная музыка, абсолютно верно. Только она тоже не работает? Не дошли руки ее установить. Блин, я бы сейчас Кишаба включила и вот каталась бы. Вот это от нее, кстати, пульт с регулировкой громкости. Мне он достался уже весь переделанный, я много вернул оригинального и, собственно, мотор другой поставил. То есть здесь стоит мотор от Suzuki Skyway F400. А зачем? А потому что штатный мотор говно, никуда не едет вообще. Он 175 кубов на такую массу. И, короче, естественно, он умер от того, что все время работает на пределе. А получается, максималка у него какая с этим мотором? Я разгонял по спидометру типа 135, причем оно примерно соответствует GPS. Вот, больше я не разгонял. А на родном моторе, получается, он едет 110, да? Если ты 110 разгонишься, считай, тебе повезло. Ого! Да. А ты дворники меняешь на нем? Я не менял.
Классно. Вот это Нет, до крутая этого так, дела не дошло как-то вот так. крутая система. Прикольно. Довольно занятная, да? Ну, то есть здесь полноценное стекло, это прям стекло, как лобовое на Ты его машине. сильно закладывал? Нет. Нет? То есть ты аккуратненько на нем Честно поворачивал, говоря, да? после мотика мне тоже непривычно. Я на нем не очень много успел проехать. Километров, наверное, 500-700, и вот сегодня 300. Мгм. Вот. Просто да, непонятно, до скольки он может типа наклониться, да, чтобы не чиркнуть. Или он, по идее, не упадет, он сначала чиркнет, да, наверное, просто вот этой системой. Я не могу точно Интересно. этого сказать. А ты его ронял? Нет. И мы его сегодня положим. Интересно, ты на нем катался пассажиром? Я нет. Боишься, Я как вообще будто бы, да? жутко боюсь кататься пассажиром на всем. Сейчас мы и проверим, как ты боишься. Садись тогда. Чёрт. Дайте мне шлем. Не-не, без шлема. Ё-моё, как Чтобы было же видно так? эмоции твои. А как же выжить? Как же выжить? Возьмите хоть телефон. Так. Царские подножки для тебя. Сколько ты весишь? А? Сколько ты весишь? Весы ломаются, не знаю. Так, я надеюсь, мы не упадем с тобой. Я тоже очень. Ему передних тормозов немножко не хватает. Задние справляются, потому что они от Skyway. Забавно, я могу работать на нем таксистом, людей развозить. Я Слушай, думаю, люди будут в шоке. Но такси такое будет стоить явно недешево. на самом деле, да, можешь слезать. На самом деле, по ощущениям, вот с тобой я ехала, я тебя почувствовала только тогда, когда ты садился и когда ты сейчас сходил. А в движении вообще не чувствуется пассажира. То есть, Да. несмотря на то, что ты Я тяжелый, вчера товарища довозил по гаражам до въезда, и действительно я тоже обалдел от того, что пассажир чувствуется, ну, минимально, Да. практически не чувствуется. да, прикольно, потому что, ну, на своем мотоцикле я, когда кого-то сажаю сзади, я чувствую пассажира прям на все сто в поворотах. Возможно, и более высокий центр тяжести как-то способствует. А еще плюс пассажир сидит прямо на амортизаторах, может, это тоже влияет. Мгм. Как там тебе, мягко было? Кстати, вполне. Страшновато с непривычки, но вообще достаточно неплохо. Ну, я слышала, он так сказал там, ай, что-то там. Ну, да, я старался делать это Испугался. тихо, потому что могло стать еще страшнее. Жалко, что тут нет кондиционера. Наверное. Ну, он бы не помешал. Ну, как, вот люк, аналог. А солнце отсюда не это, как на машинах, знаешь, едешь и это... Ну, Горячо? я загорел. Да? Ну, загорел, я думаю, По-моему, больше через от стекло ветра. нельзя загореть. Можно Ветер, от бокового. ветер обдувает, от ветра загораешь. Через стекло не знаю. Но вообще, честно говоря, вот я сегодня ездил, хочется затонировать вот так. Мгм. Ну что, поехали прокатимся? Ты не будешь на заднем колесе кататься? Я не знаю. Надеюсь, нет. Я не обещаю. А тебе нужно снять его с подножки. Я все поконтролирую. О, тут такое прикольное как крепление для того, чтобы чик, сел, за него держишься. Прикольно. Да, только есть одна проблема. Какая проблема? Там вот есть наклеечка сзади, что компания BMW предусмотрела держаться за вот эту вот пластиковую ручку на сиденье. Я не знаю, почему так, но я сейчас держался за нее, и поверь, это страшнее. Но, Кнопка. ё-моё. Да. Ну да, страшновато. Страшновато. Так, сейчас. Что тут у нас, интересно? Ё-моё. Ну что, погнали? Поехали.
сколько его можно заложить? Да хрен его знает. Давай не будем проверять. Ну, в принципе, какие-то разумные углы, вот, наверное, а дальше уже Давай не будем неразумные под проверять. вопросом. Но разгоняется он мощно. Ну вот здесь сидишь. Ну, вполне нормально, я считаю. Да, я сижу высоко, прикольно. Но страшновато, конечно. Вот именно. Да. Да. Особенно держась за эту пластиковую фигню. Мгм. Так, ну Наверное, что? страшно из-за того, что ты сидишь высоко и как будто бы отделен вот этой, как ее, как стенкой. Да, и ну и вперед не видишь ничего. Ну, Стенка в общем, отделен да. от пассажира. Ну, в принципе, А вот иногда интересно, лучше не смотреть. интересно, мы можем с тобой разговаривать, если, например, мы будем ехать там, не знаю, на большой скорости? Мне Будешь кажется, мне- да. Да? Вот если вот эту вот штуку еще отцепить, она немножко работает как дополнительная ветрозащита, но мне кажется, это какая-то как сумка. Мгм. Вот, то будет лучше слышно. Я предлагаю его положить на бок. Вот, допустим, я девочка, еду за рулем, и вдруг я падаю неожиданно. Ну, на песочке там подскользнулась. Вот как понять, смогу я его поднять или нет? Нужно проверить. Давай проверим. Давай. Так, наверное, чтобы не поцарапать твои слайдеры. Вот это, как я поняла, защита для него, да? Да, Судя это по типа всему. сминаемый элемент. Он при падении заминается внутрь. О, ну так, все, Да, как демпфер там работает. железка, которая деформируется, и плюс вот эта штука наполнена чем-то типа монтажной пены. Сейчас положим, наверное, мой чехольчик, чтобы не поцарапать. Да. Нифига себе. Ой. А почему-то он сначала идет на пластик, да? Падает. Там резинка. Тебе не тяжело там? Он уже коцанный с этой стороны. Ну, как тебе сказать? Ой, очень Не то, чтобы легко. интересно. Ну, вот и я тебе о чем. Сейчас проверим, смогу ли я его поднять. Что-то я поначалу мне казалось, что смогу. Сейчас у меня уже, Ну, так конечно, попробуй. меньше этого. Что? Будем пробовать? Ой. А сколько он весит? Примерно 200. Я думаю, может даже 210. Ой-ой-ой. Ну ладно. Я бы на твоем месте Слушай. попробовал второй рукой взяться вот за эту штуку. За вот это? Да. Так. А второй за ту ручку руля. Слушай, это нереально. О, так намного легче вообще. Ну а когда Пошел ты преодолеваешь определенную точку, то тебе дальше надо... Сейчас, я справлюсь. А что ты мне помогаешь? Я просто рядом стою. Так не Вкладывать получается. надо было под крышку вариатора. Сейчас, я справлюсь. Нет, я не справлюсь. Помогай. Давай придерживаю. Перехватить. А как куда? Перехватись за руль и вот за эту ручку. Ну, Правой рукой за руль, правой рукой за нижнюю ручку руля, За а это? левой рукой вот сюда. Из этого вот сюда. Прям вот так вот обхватить. не, поднимай. Не могу, я устала. Я держу. Так я не могу поднять. И тормоз зажми правой А рукой, зачем? Ладно, давай. чтобы он не катился назад. Не, я бы не справилась, к сожалению. Ну, в одиночку это непросто. Мне кажется, я тоже в одиночку не поднял бы. Да. Да, как вот что-то сначала сюда. потом сюда. Да, это не просто. К сожалению. Так что лучше не падать. Стопудово. Как в спортзал сходил. Есть и плюсы. Давай попробуем завести его. Очень интересно, заведется. Давай. Я же могу его на вот этих подножках заводить, да? Да, конечно. У него, кстати, блокировка руля в обратную сторону, вправо. Тормоз. А, ключ. А, я Ключ ключ повернула. и тормоз. О, ништяк. Все работает. Никаких проблем. Да, проблем нету. Фух. Слава богу, иначе ты бы меня винил бы в этом. Бытует мнение, что раньше технику делали инженеры, а теперь маркетологи. Перед вами конкретный пример техники, причем достаточно редкий пример, которая выпущена в 21 веке и при создании которой
инженеры потрудились намного лучше, чем маркетологи. В итоге, несмотря на все деньги, вложенные в разработку, данный продукт оказался совершенно никому не нужен. Несмотря на всю его неоднозначность, даже в 2023 году BMW C1 продолжает притягивать взгляды. И абсолютно неважно, с какими эмоциями на него смотрят люди. Люди могут смотреть на него с удивлением, недоумением, неодобрением, но равнодушным он совершенно точно не оставит никого. Первым парнем на деревне тебе с такой техникой точно не стать. Но ты можешь точно узнать, насколько твоя девушка тебя действительно любит. Потому что если она готова ехать с тобой на нем на край света, то значит можешь смело делать ей предложение. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать обязательно на колокольчик. Так вы сразу же получите уведомления о новых видео. К слову сказать, их будет еще много.